Всем привет, друзья! С вами я, Оля Грейс. Я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале. Сегодня продолжается рубрика «Оля, помоги», где вы присылаете свои истории с проблемой, которая вас мучает, и вы просите помощи. И, собственно, я со своими зрителями, мы предлагаем варианты развития событий. Также, если у вас есть какие-то проблемы, вы можете присылать их по ссылке в описании под этим видео. И, друзья, подпишитесь на мой канал, это красная кнопка под этим видео, чтобы не пропустить мои новые видео. Но по традиции прошу вас, устраивайтесь поудобнее, берите вкусняшки, чаек и желаю вам приятного просмотра. Историю прислала Sugary Sweet Coffee. Привет, Оля. У меня есть небольшая, а может и большая, мне трудно судить, проблема. Проблемы с пищевым поведением, а именно еда, нередко вызывает отвращение или же в животе будет чувство пустоты, но при этом голода не буду чувствовать. Из-за этого могу 2 дня ничего не есть. Родители проблемы не видят или же не хотят видеть. Это продолжается уже 3-й год, и я не знаю, что делать. Надеюсь, ты ответишь на эту историю и дашь совет. Что могу сказать? Я не вижу в этом проблемы. И ты сказала, твои родители не видят в этом проблемы, или... Я просто не знаю, как ты питаешься, что конкретно ты кушаешь, какого рациона придерживаешься. Например, я сейчас на периодическом голодании, то есть 20 на 4 часа у меня окно приема пищи, но бывает так, что я ем 1 раз в день, и мне спокойно этого хватает, и организм живет на гликогене. Гликоген находится в печени, и человек может не есть ничего 3 дня и чувствовать себя хорошо, потому что мозг и все тело будет питаться энергией из печени, гликоген. На 3-й день, когда гликоген заканчивается, тогда уже организм перестраивается, и с 4-го по, кажется, 7-й день идет процесс, ну, в принципе, когда вы не едите долго, более чем 10 часов, процесс аутолиза, аутофагии происходит, то есть мертвые клетки уходят из организма, организм сам, знаете, генеральную уборку делает. Ведь вы дома делаете генуборку, а почему-то про тело вы забываете, и все каждые 3 часа все хомячат. И это, ну, как бы нехорошо, потому что в природе так не заложено. Люди в природе раньше, вот первобытные люди и дикие животные, они же не едят каждые 30 минут чипсы, попкорн, сухарики, бутерброды, нет. Они, вот, есть еда, едят. И раньше люди были плоды, кушали плоды, кашу сварили, поели. Часто они питались 1 раз в день или, может, максимум 2 раза в день. Когда не было возможности, если совсем первобытные, когда зима, холодно и фруктов нет, тогда они шли на охоту. И если они не уохотили дикого зверя, 2-3 дня они голодали, все было как бы нормально. Это естественный процесс. То, что у тебя ощущения неприятные во время приема пищи, ну, в животе, что могу сказать? Попробуй перейти на сырые овощи и фрукты. Я, например, сейчас, давайте, кто не знает, я веган. Иногда я просто перехожу на вегетарианство. Ну, как бы я могу себе позволить, если захочу, скушать какой-то сырочек. Но я его съем, и я потом такая думаю, блин, ну без него же было так классно, зачем я это сделала? Ну вот сам факт. Такие отклонения есть, но просто иногда вот хочется вспомнить тот вкус. Потому что, если честно, пищевая индустрия — это самая большая зависимость, даже сильнее, чем то, что запрещено в странах продавать. А это легальное, не буду говорить слово, потому что YouTube не пропустит цензуру. Ну, не то, что цензуру, стоп-слова есть у YouTube. Попробуй перейти на овощи. Я, например, сейчас ем 1 раз в день, то есть я где-то, у меня прием пищи 1,5 часа, где-то в 5 часов я начинаю есть, в 6:30, в 6:40 я заканчиваю есть, ну, вчера так закончила есть. Я кушала шинкованную капусту с морковью, мама мне ее так пожмякала, и я могу по желанию добавить соли, но вчера я соль не добавляла, так чудесно ела. Сырой кабачок, я режу кабачок на четвертинки, кушаю его, он вкусный. Могу половину луковицы съесть, и что еще? Ну, да. Я не могу полностью сыроедить, потому что как бы мне зубы, брекеты, все болит, это неприятно, все застреет. И мама вчера сварила макароны, но я как-то макароны сильно есть не хотела, я просто вилкой себе наложила, там суммарно было 2-3 столовые ложки отварных макарон на все изобилие зелени и, ну, сырых овощей и фруктов. Также я съела вчера 3 дольки помела и съела... Что я еще съела? Я съела веганский лаваш с веганским творогом из акары и скушала 1 апельсинку. Да, все, это был мой рацион, я прекрасно себя чувствую. Да, иногда желудок там бурчит, но на самом деле тут нужно разграничивать. Это мы хотим есть психологически, потому что мы привыкли все тянуть в рот есть, или потому что мы действительно хотим есть, и наш желудок говорит:
Оля, дай поесть, я хочу есть. Чтобы это проверить, как говорит Виталий Соболевский, выпейте стакан воды. Если вы выпили стакан воды и вы потом есть не хотите, вы просто хотели пить. Ну, как бы это было психологически, ну, плюс вы заполнили желудок, вы насытили себя водой. Если, например, вы выпили стакан воды, через 5 минут голод не прошел, значит, вы действительно хотите есть. Вот тогда можете идти кушать. И, ну, то, что ты питаешься раз в 3 дня, в принципе, это нормально. Возможно, организм от чего-то пытается избавиться. Какие-то очистительные процессы. Например, когда человек заболевает, высокая температура, заметьте, он не хочет есть. Организм бросает все силы на то, чтобы очистить организм от тех бактерий, вирусов, которые в нем есть, и он не хочет тратить энергию на переработку еды, которую мы в него закинем. И, кстати, если вы будете кушать только вареную еду, без сырых овощей и фруктов, вы будете чувствовать себя вялым. Когда вы кушаете сырые овощи и фрукты, и чуть-чуть у вас варенки, варенка это вареная еда, веганская, ну, у меня так, то вы себя чувствуете энерджайзером. У меня реально хватает энергии. Я еще не завтракала, сейчас у нас, который час? 15:35, я еще не ела. И как бы мне приложение прислало уведомление, что я уже могу кушать, но я пока не хочу. Я хочу доснять этот ролик, и еще 3 ролика у меня впереди, и потом я пойду попью воды, потом я буду смыть макияж, потом я, наверное, позанимаюсь спортом, и только потом в 5 вечера я уже буду кушать. Ну, как бы вот, в принципе, можно жить. Я пока не вижу проблемы в твоей ситуации, потому что ты до конца не сказала все свои данные, есть у тебя лишний вес, нету его, потому что у меня много лишнего веса, блин. Ну, я выгляжу в камере, может, все говорят, ты такая красивая, зачем тебе худеть? Ребята, каждый раз хочется сказать, вы меня в купальнике не видели, там жирок просто... Аж страшно смотреть на себя. Поэтому я вот питаюсь так, и да, вес уходит, и я чувствую себя лучше. Знаете, это больше для того, чтобы чувствовать себя лучше и быть в гармонии с собой. Я даже заметила, что периодическое голодание, вот такое 20/4, оно помогает мне чувствовать себя счастливее и эмоционально в гармонии с собой, потому что когда я питалась как каждые 2 часа, не знаю, чувствую себя разбитой рухлядью, серьезно, по-другому никак не скажешь. Так что, если хотите чувствовать себя энергичными, или если вам уже за 22 и 23 вы чувствуете, что вы распадаетесь, попробуйте сыроедение, изучите эту тему. Я, конечно, не агитирую никого, но вы можете просто поинтересоваться и скомбинировать с тем питанием, с которым вы сейчас, в котором вы находитесь. И, собственно говоря, если хотите чувствовать еще себя лучше, можете исключить молочку и мясо. Станет чуть лучше. И если вы добавите сырые фрукты, овощи, вообще будет огонь. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как у вас дела с питанием, что вы слышали о периодическом голодании, используете ли вы его, и какой ваш рацион питания, и как часто вы едите, и какие промежутки между приемами пищи, и между последним приемом пищи и первым приемом пищи за следующий день. Ну, вы поняли, потому что ночью вы же не едите, как бы там кто-то 8 часов спит, а потом сразу ест, а кто-то 8 часов поспал, проснулся, еще часов 5 не ест точно, или более. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне это интересно. Ребят, я надеюсь, что это видео было для вас интересным, полезным. Если это было так, то ставьте пальцы вверх под этим видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а с вами, как всегда, была я, Оля Грейс, и до встречи в новом видео. Пока-пока!